Привет! Сегодня про сведение, и сейчас я включу пример до и после него. Вот это до, чисто дорожки, как они есть. А вот так, если пошаманить только с громкостью дорожек. А вот так после сведения. И еще я буду переключаться между этими тремя для сравнения. И хоть это не электронная музыка, приемы и правила работают везде одинаково. Чтобы вы сами смогли с этим поработать, я взял общедоступный мультитрек на сайте Cambridge Music Technology. Трек называется Better Way от Benjamin John. Все ссылки я оставил в описании. И два важных нюанса. Первое, я не сильно парился по сведению. Хватит для демонстрации, но есть что докрутить. Хотя, честно, мне этот вариант даже нравится больше, чем оригинал. Сами потом сравните, все ссылки в описании. Второе, я все сделал исключительно на встроенных плагинах в давку. Только на мастере у меня стоит бесплатный кроссовер, где в каждой полосе опять-таки встроенные компрессоры. А теперь я вам покажу проект и в деталях расскажу, как это все сделано. Чуть теории про сведение и усаживание в микс, а потом перейдем к разбору проекта. Понятие «сидит в миксе» означает состояние, когда каждый отдельный звук гармонично сочетается с остальными компонентами композиции, образуя целостное и сбалансированное звучание. Когда звук сидит в миксе, он обладает необходимой разборчивостью, не маскируется другими звуками и занимает свое определенное место в частотном пространственном спектре, способствуя созданию ясной, объемной и даже эмоционально выразительной звуковой картины. Сделать так – основная задача звукорежиссера. В первую очередь необходимо пофиксить самые очевидные дефекты звуков. Обычно это решается эквализацией. Иногда в звуке может быть гул, свист или шум, и вот это надо поправить. К эквализации инструментов в процессе сведения мы еще вернемся, а это пока такой базовый уровень исправления дефектов. Тут пока не надо смотреть на громкость, динамику и прочее, только дефекты. После этого самый важный этап – отстроить баланс уровней громкости. Это фундамент вашего трека. В этом деле нужно ориентироваться на слух и никогда не ориентироваться на приборы. А то пишут некоторые, типа «бас должен быть минус 4 дБ». Херня, сразу выключайте такие видосы. При выстраивании баланса нужно учитывать иерархию звуков в треке. То есть сначала выделить базу трека, обычно это вокал, бас-бочка с бас-гитарой, снейр. Во вторую очередь томы, перкуссия, железо, а также какие-то превалирующие инструменты, например, это может быть гитара, родос, рояль или даже пэды. То, что играет прям партией, а не возникает на какое-то время. Зачастую самым главным инструментом, от которого можно оттолкнуться в сведении, это бас-бочка. Для песен это зачастую вокал. Но в любом случае нужно оттолкнуться от какого-то важного звука, зафиксировать его громкость и остальное отстроить по нему. Я обычно фиксирую бас-бочку и подмешиваю снейр. И не трогая их, добавляю бас, чтобы получить грув. Затем я добавляю вокал и ставлю по громкости так, чтобы он был чуть тише этой связки. Иногда я делаю капельку громче, чтобы вокал был как бы немного над треком, но это все, конечно, по ситуации. И вот затем, уже ничего не трогая из этого, потихоньку добавляю остальное. Главное, чтобы не провалилось и не торчало. Само собой, что и вокалист поет не с одинаковым напором, и басист может играть тише, громче, и такое может быть со всеми инструментами. Поэтому следующий этап – посмотреть на динамику каждого инструмента и руками поубавлять, поприбавлять громкость. Это пока еще не компрессия. Следующий этап – эквализация. И давайте назовем это вторым столпом, на котором держится все сведение. Эквализация – важнейший инструмент в арсенале звукорежиссера, позволяющий определять частотный спектр отдельных звуков и формировать их тональные характеристики. С помощью эквалайзера можно усилить или ослабить определенные частоты, выделяя желаемые аспекты звучания и устраняя нежелательные резонансы.
Иногда даже компрессор становится ненужным после грамотной эквализации. Эквалайзер также играет ключевую роль в предотвращении маскировки частот между различными элементами микса, создавая для каждого звука собственное частотное пространство. Здесь, кстати, я рекомендую посмотреть мое видео про самый важный частотный диапазон для избавления от мути и грязи. Ссылка в углу экрана и в описании к видео. Да, там не супер крутой пример в начале, знаю, сегодня, мне кажется, получше был в начале. По эквализации советов тьма. Скажу пару основных. Первое – лучше вырезать, чем добавлять. Второе – всегда все слушать в миксе, но уже с опытом можно будет работать и в соло, когда понимаешь, что где звучит. Третье – не использовать узкий Q по возможности. И теперь к динамике. Тут все крайне индивидуально в зависимости от инструмента. Это хорошо будет видно из разбора проекта. Про компрессию уже столько говорили, что я лучше особо рассказывать не буду, а лучше проект покажу. Но одна из важных причин использования компрессора – это выровнять динамику. Вторая причина – склеить микс. Про склеивание, кстати, у меня есть хорошее видео. Там я все это объясняю в подробностях. Ссылка в углу экрана и в описании. Какой компрессор где использовать, зависит от задач. Когда речь про VST, а не про аналоговые девайсы, я всегда говорю, что плевать, что ты используешь. А вот аналоговые, FET, VCA, оптические и прочее, это уже выбор заранее установленных настроек. В компе это все легко меняется, и можно симулировать любое поведение. Я это, кстати, рассказывал. И рассказывал про компрессор от Алена Пола. Вот там все это можно настроить. Офигенная штука. В общем, в компрессоре все зависит от порога, коэффициента, времени атаки и восстановления, ну еще от кривой изменения громкости после срабатывания и во время релиза. Еще важная штука – панорамирование. Важные инструменты, они должны звучать в центре. Мелочи распихиваем. А дальше уже там всякие реверберации, дилеи и прочее. Склеивают, сажают в пространство. Короче, чтобы усадить звук в микс, нужно знать и использовать вот это все. Давайте смотреть как. Переключаюсь на давку. Ну, сначала посмотрим, что здесь за мультитрек. Вот здесь находятся все оригинальные дорожки. Вот их сколько. Здесь я их просто кинул и ничего с ними не делал. Это я и продемонстрировал в самом начале. Они звучали вообще без всякой обработки и звучали все с одинаковой громкостью. Здесь только на группе стоит лимитер, ну и просто сделано чуть погромче для того, чтобы у всех вариантов была примерно одинаковая громкость. Следующая группа – это Just Volume. Это здесь я только привел все эти дорожки к нормальному распределению громкостей. Вот видите, здесь расставлены везде разные громкости. И с вокалами отдельно проработал, чтобы это ничего не выбивалось. Но здесь только изменена громкость. Нет больше никакой обработки ни на одной из дорожек. Ну, а это уже смикшированный вариант, крайне проработанный. Здесь уже все распределено по группам. На мастере здесь вот как раз стоит этот кроссовер, который я упоминал вначале, что он бесплатный, но внутри него обычные компрессоры. На каждой группе, видите, вот здесь вот стоит по компрессору обычному. Это бесплатный кроссовер, я много раз его упоминал, ссылку оставлю в описании. И дальше все разделено по группам. Это ударная, здесь бас, звуки, голос и реверберация. О ней еще отдельно поговорим. На ударных здесь стоит параллельная компрессия, и это тоже встроенный компрессор, который достаточно сильно сжимает, как видите, по настройкам. Threshold здесь минус 33, ratio максимальный, маленькая атака и релиз короткий. Ну, стоит это в несколько процентов, 28 примерно, не на 50 на 50, ну, чуть-чуть, 28 добавил. Мне нравится, как это звучит здесь. Спереди стоит Tool, он вообще здесь ничего не делает. Ну, давайте разберем сначала ударные. Самое главное – это кик. Если с него сейчас снять вообще всю обработку и послушать, он будет звучать вот так. Сейчас я выделю вот эту часть, например, и послушаем. Здесь первым стоит Tool. Я, на самом деле, для удобства его ставлю. Он здесь вообще ничего не делает. Следующий и очень важный – это Gate. И давайте сейчас послушаем без него и потом с ним. Что здесь делает гейт? По сути, он обрезает хвосты. То есть я здесь цепляюсь за атаку бочки, делаю бочку сначала очень короткой, а потом делаю ей свой релиз. Он здесь получается примерно 44 миллисекунды. Поэтому бочка становится покороче. И у нее нет уже дальше вот этого всего лишнего хвоста. Она становится такой собранной.
А следующий здесь девайс – это компрессор, и он уже работает с тем, что вышло из гейта, то есть с уже укороченной, подготовленной бочкой ее компрессирует. Соответственно, никакие хвосты бочки, которые были, они не залезут в компрессор и не будут принимать участие в обработке. Здесь, кстати, еще надо сказать, что это живой барабанщик, поэтому все бочки отличаются, и это делает музыку классной. Посмотрите, кстати, мое видео про пластиковый звук. Ссылка сейчас появится в углу экрана и в описании. А теперь давайте я выделю компрессор и гейт и послушаем, как будет звучать бочка без них и с ними. Вот она была рыхлая, а стала такая собранная. И дальше еще один компрессор, послушайте его. Этот компрессор просто еще чуть-чуть дополнительной мощи создает. Ну а дальше стоит эквализация, потому что в результате компрессора подчеркнулось очень много лишних частот. Бочка стала, слишком яркая и стала очень сильно прорезаться через микс. И поэтому пришлось такой вот эквализацией ее немножечко прибрать. Давайте послушаем без него и с ним. Как видите, вырезание здесь не супер сильное. Здесь минус 5 дБ в максимуме, какой-то резонанс некрасивый. И вот здесь я немножечко убрал яркость, но подчеркнул вот эту вот частоту. Мне показалось, что это характерная частота для этой бочки. Ну а дальше стоит пик-лимитер, но на самом деле просто прибавить громкость. Как видите, он здесь практически не срабатывает. Он нужен для того, чтобы довести звук до 0 дБ. Бочка в этом треке – это то, от чего я оттолкнулся, как максимальная громкость. А дальше все остальные звуки я уже отсчитывал от бочки. В самом конце здесь стоит обычная ручка громкости, она просто названа BD-Out, это используется потом для сайдчейна, чтобы было легко забрать отсюда звук. Следующая дорожка – это реверберация, естественная реверберация бочки, где она была записана, вот в этом помещении. Тоже отключаю все ее обработки и послушаем. Очень приятная реверберация, конечно, хочется ее оставить. Единственное, что она звучит чуть левее, поэтому вот здесь первая прибавляет громкости панорамирования немножко вправо, а дальше гейт, который тоже немножечко подбирает лишние хвосты. Можно сейчас послушать тоже без него и с ним. Затем я оттуда вообще убираю мид и оставляю только сайд, чтобы мы слышали только пространство, а в миде будет звучать бочка. Ну, а дальше стоит эквализация, конечно, которой убираю все низы, чтобы не было никаких проблем с фазами. Дальше идут всякие снейры и цимбалы. Давайте сейчас отдельно послушаем, тоже без обработки. Единственное, что я оставлю, это вот этот вот тул спереди, потому что они были очень тихие, и я их вот так сильно достаточно разогнал. Послушаем в их хорошей громкости. Снейр уже достаточно хороший, но убираю у него здесь низ. Дальше стоит встроенный в Bitwig плагин динамики. Это одновременный upward и downward компрессор. Он удобен тем, что здесь можно и тихие хвосты еще потише сделать, ну и, собственно, и компрессором поджать. Как слышите, снейр стал таким более компактным, подсобрался и стал чуть более пробивным. Дальше я просто чуть-чуть разгоняю его по громкости. Ну, дальше здесь стоит реверберация, но на самом деле она отключена. Я в итоге отказался от реверберации здесь, так что можно его отсюда вообще удалить.
Дальше это цимбалы, просто это изначально было все склеено в одну дорожку, и я разделил, просто сделал чуть разную обработку. В целом ничего здесь особенного нет, вот здесь как раз используется немножечко реверберация. Здесь тоже используется динамика, тоже чтобы немножечко убрать хвосты. Следующее – это целая группа клэпов. Здесь их много записано, и пришлось их все раскидать по панораме. Громкость у всех одинаковая, но вот здесь вы видите, что они все попарно немножко раскиданы вправо и влево. Вот эти поменьше, дальше все сильнее, сильнее и сильнее. На них здесь нет никакой вообще обработки, и все они собираются в группе, и уже обработка вся в группе. Давайте я снова выключу всю обработку и буду поочередно включать. Самое главное здесь, конечно, гейт. Сейчас послушаем без него и с ним. Как слышите, опять отрезаются всякие хвосты и шумы на заднем плане. Дальше стоит mid-side split. Я немного убираю сайда. После того, как уже их развел достаточно сильно, мне показалось, что слишком сильно развел, поэтому просто чуть-чуть убираю сайд-канал. А дальше поставил немного совсем реверберации, тут буквально 9%. Но это просто мне понравилось, как звучит. Вот такой интересный эффект дала эта реверберация, и как будто этот эффект похож немножко на спринг-реверберацию. Простенькая такая, но вот эта вибрация, создаваемая, очень классно звучит. Следующее – это тамбурины, и они здесь тоже довольно-таки насыщенные, и у них много как-то шума внутри, и поэтому динамика здесь тоже регулирует хвосты. Послушайте. Звук подсобрался, и теперь вырезаю отсюда все низы. Как видите, тут достаточно много чего. Мало ли что произошло при записи. Может быть, ветер какой-то задувался в микрофон. Ну, а в конце немножечко творческой реверберации. Мне показалось, с этим хорошо звучит. Мне кажется, классно такого песочка туда добавила. Следующее – это естественная реверберация тамбуринов, которые сначала я немножко увеличиваю по громкости, потом применяется эквализация, тоже убрать из него весь низ. Ну а в конце стоит стереомейкер. Это мой пресет, я его собрал из встроенных в Bitwig всяких плагинчиков, и он моносовместимый. Классно получилось, часто его использую. На самом деле здесь можно еще чуть-чуть влево спанорамировать. Дальше идут шейкеры. Послушаем вот эту часть. Здесь только низ обрабатывается и громкость прибавляется. Как видите, тут тоже что-то задувается внизу, чтобы предотвратить эти все конфликты, когда будет уже, может быть, как-то это скомпрессировано. Я это все убираю, аккуратненько срезаю, чтобы это не попадало. Дальше здесь щелчки пальцами. Здесь их 4 штуки. Послушаем, наверное, вот этот кусочек. На этих дорожках вообще нет никакой обработки, но если посмотреть на микшер, то они все разведены по каналам. Чуть-чуть влево, чуть вправо, там, послабее, посильнее. И потом это все собирается в группу и обрабатывается. Как видите, здесь тоже обрезается низ и используется та же самая динамика. Тоже upward и downward компрессор. Кстати, как слышите, не сильно так компрессируется, зато подбираются вот здесь вот хвосты. Поэтому всякие фоновые шумы, они станут здесь тихими. Давайте послушаем без обработки и с обработкой. Здесь достаточно много низа. Если его отфильтровать, то в целом звук никак не меняется, но становится почище. Ну, а динамика обрезает хвосты. Ну, а теперь давайте послушаем все ударные вместе. Я буду включать-выключать параллельную компрессию. И послушаем вот этот кусочек. Он здесь наиболее насыщенный.
Ну и здесь нужно обязательно сказать, что сначала я выставил бочку в 0, потом засолировал снейр, выставил, чтобы они хорошо работали, ну и затем все по громкости распределил уже все остальные звуки. Потом уже добавил тамбурин и шейкер. Ну и дальше все остальное. Ну и клэпы тоже, но чтобы они не мешались. Следующий бас. И на самом деле у него не так много обработки. Но самое важное здесь это, конечно, динамика. Здесь в этом треке бас, он довольно-таки динамичный, но не настолько динамичный. И хочется сделать так, чтобы он был довольно-таки все-таки ровный. Вот видите, вначале он такой достаточно тихий, потом он разгоняется вот здесь в центре. Но самое интересное, что тело у этого баса, оно примерно одинаковой громкости. Поэтому можно как бы поджать немножко эти пики и так вот грамотно, тихонечко, аккуратно все это подкомпрессировать, чтобы вроде и динамику не убить, но и сохранить какую-то одинаковую настойчивость. Здесь я применил всю ту же динамику, мне нравится этот плагин, и upward, и downward, и компрессирую всего в 6-7 раз, подбирал это все по слуху, ну и также прибираю все хвосты. В общем, на самом деле я довольно долго здесь слушал, насколько именно мне нужно это все поджать, все это выровнял, и потом где-то на 10 дБ разогнал звук по громкости. Вот здесь вот в центре хорошо слышно на самом деле, что вот эти более громкие звуки, они сами по себе басистам играются громче, поэтому на них есть какие-то естественные транзиенты. И поэтому уровень давления примерно остается тот же, но из-за того, что играется звонче, этот звук воспринимается немножечко позвонче. Ну а дальше я немного поднимаю верхние гармоники баса, чтобы больше плотности создать. Это около 300 Гц. Но из-за того, что я его еще подкомпрессировал, он немного начал мешать вокалу, поэтому верхнюю часть я вырезал. Вот здесь это хорошо видно. Также он начал немножко мешать инструментам, поэтому вот в районе 2 кГц я его тоже здесь подрезал, и верх тоже не особо сильно нужен. Оформил звук. Ну а дальше бас просто делается чуть-чуть вот здесь погромче и применяется сайдчейн. Здесь я забираю бочку и, используя верхние частоты бочки, ее транзиент, в зависимости от этого просто становится бас потише. Вот здесь. На самом деле здесь можно выставить, чтобы и щелчка не было, потаку побольше сделать, но когда это все звучит уже с бочкой, мне кажется, это вообще не имеет никакого значения. Но я записывал как-то про Time Shift Sidechain, и можно этим способом сделать так, чтобы громкость баса аккуратно убавлялась перед бочкой. Ссылка на это видео сейчас вот появилась в углу экрана. Двигаемся дальше. Следующий раздел – группа звуков. Здесь немножечко прибавляется сайд, и основное – это сайдчейн этих звуков от голоса. И здесь как двухполосный получается сайдчейн, то есть от верхней составляющей голоса сайдчейнится верхняя составляющая звуков, а от нижнего, вот здесь это видно, фильтруется только низ, от низа голоса фильтруется только низ всех звуков. Как этот сайдчейн работает, чуть позже еще обязательно послушаем. Сейчас пока я хочу пройтись отдельно по дорожкам всех звуков. Ну и первый звук – это гитара.
типа какой-то укулеле. И давайте послушаем этот звук сначала без обработки, а потом с обработкой. Единственное, что я здесь включу, это ручку громкости, чтобы слышать звук на 11 дБ погромче. Здесь этой гитаре не хватает яркости, поэтому вот здесь вот я добавляю это сверху, и немного не хватает какой-то напористости, энергии, и поэтому вот здесь в районе 400 Гц я тоже немного добавляю. Послушайте до и после. И вот в этом кусочке. В конце небольшая реверберация, тоже из стандартных пресетов. Hall. На самом деле чуть многовато, можно поменьше даже сделать микса. Обратите внимание, что эта гитара звучит немножечко левее, потому что здесь есть еще одна гитара, которая звучит правее. Ну и тут еще на самом деле есть гитары, которые распределены справа-слева, и все друг друга компенсируют, чтобы не было превалирования в каком-то канале. Давайте послушаем эту гитару без обработок. Единственное, я прибавлю опять вот здесь вот громкость, чтобы слушать ее хорошо. У этой гитары все те же проблемы. Не хватает яркости наверху и не хватает мощи. Ну, сначала я немножечко вырезаю внизу, потом вот здесь вот горбик, ну и потом вот здесь вот немножечко убираю у нее излишний резонанс. Какая-то вот эта вот яркость мне здесь не очень понравилась, я ее аккуратненько вырезал, а вся яркость прибавлена полкой. Давайте послушаем до и после. Ну а дальше здесь плагин динамики, потому что захотелось мне вот эту гитарку сделать более ровной по динамике, чтобы она не слишком сильно проваливалась или не слишком сильно выделялась и была одинаковой. Я даже здесь слегка переборщил, можно сделать параллельную компрессию. Вот уже звучит хорошо. Ну, а дальше немного пиков подрезаю лимитером. Но вообще пики здесь можно не подрезать, это все сделается на мастер-дорожке, там все пики отрежутся. А дальше здесь у меня стоит тот же самый холл, который был на прошлой гитаре. Следующая – это солирующая гитара. Давайте тоже послушаем без обработки. И обратите внимание, что то же самое. Слишком много низа, не хватает яркости и энергетики. Все это добавлено эквалайзером. Затем здесь в конце добавляю нужные громкости и тоже помещаю это в холл. Следующая дорожка – это ее дубль. Здесь эквализация несложная, просто немного яркости, и вообще все плагины перенесены с других дорожек, то же самое с небольшими настройками. Просто может здесь чуть побольше компрессии, поменьше хвостов. Это для того, чтобы дубль звучал просто поровнее, поплотнее. Ну а в конце у него чуть побольше реверберации. Ну и нужно выставить по громкости, чтобы она не мешала основной гитаре. Следующее – это две гитары, и они здесь разнесены направо-лево. Соответственно, на дорожках нет никакой обработки, а обработка на группе.
Давайте послушаем эти гитары без обработки и с обработкой. Как слышите, они здесь звучат довольно-таки ярко, они здесь мешают звуком, поэтому я здесь убираю верха. Также здесь добавлен сайд-канал, в котором обработка, сейчас еще к ней вернемся, и в конце чуть-чуть прибавлена громкость. Так вот, по сайд-каналу здесь стоит эквализация, которая убирает стерео из низа и оставляет стерео только в середине. И вверху тоже немножечко убирает. Послушаем. Вот видите, сколько здесь низа в сайдах, и это может привести к каким-нибудь фазовым проблемам. В общем, никому это не нужно, поэтому я это убираю. В итоге только вот в этом диапазоне остается стерео, то есть стереоэффект мы прекрасно слышим, но нет никаких проблем. Следующая – это электрогитара. Это фоновая гитара, ей не нужна яркость, но ей нужно немножечко добавить энергетики. И эта гитара уходит сенд-посыл в реверберацию. До реверберации мы еще отдельно дойдем и посмотрим. У меня в эту реверберацию загоняются только некоторые инструменты и, самое главное, вокал. Следующий инструмент – гитарка, которая довольно редко встречается. Здесь выбивался резонанс, просто сделал поприятнее и вырезал все низы. Следующая дорожка – это рояль. Редко играет. Давайте послушаем его без обработки. Он тоже уходит в реверберацию, а по эквализации здесь у него его характерные частоты прибранные в около килогерца, но я ему добавил немножко яркости и срезал ему полностью низ. Но самое интересное, конечно, это вокалы, поскольку это все-таки песня. Здесь очень много вокалов. Кроме лидирующего, посмотрите, сколько здесь еще всяких дорожек. Давайте по ним пройдемся по порядку. И самое главное, здесь на всей группе стоит реверберация. То есть вся группа уходит вот в эту реверберацию. И здесь очень важно сказать, как она работает. Здесь стоит какой-то, на самом деле, дефолтный холл, неважно. Но самое главное, это вот этот эквалайзер, из которого сделан деэссор. То есть, прежде чем звук зайдет в вот этот ревербератор, из него вырезаются все эски. Схема работает просто. Если она видит во входящем звуке верхние частоты, то она передает это в вот эту точку, которая находится 8, 9, 10 кГц. И в зависимости от уровня входящего сигнала в этом частотном диапазоне, она делает тише там, где стоит вот эта точка 1. Для чего это делается? А делается это из-за того, что реверберация подчеркивает звуки. Поскольку она удлиняет их во времени, эти звуки становятся лучше слышны. И эски начинают мешать, высокие частоты начинают мешать звукам. И поэтому лучше сразу прибрать эти звуки до того, как они зашли в реверберацию. Причем высокие частоты пусть заходят, но вот именно яркие эски, чтобы не заходили. Давайте это посмотрим и послушаем, как это работает. Вот видно, как работает. И вот видите, довольно-таки сильно происходит вырезание, когда звучат всякие эски. И несмотря на то, что происходит сильное вырезание с достаточно узким Q, здесь пофигу на фазы, потому что это реверберация, и здесь это вообще не имеет никакого значения. Теперь я отключу эту реверберацию и посмотрим на обработку вокала. И первый девайс – это то, о чем я рассказывал как-то в одном из своих видео, как управлять отдельными гармониками вокала. То есть здесь можно отдельно управлять первой гармоникой и второй гармоникой. Ссылка здесь появится сейчас в углу экрана, но
могу здесь сказать, что это использование психоакустического эффекта Missing Fundamental. То есть, когда мы немножечко убираем первую гармонику, то из-за того, что есть вторая, третья, четвертая и так далее, то мы как бы все равно слышим первую гармонику. То есть физически ее нет, и она, например, не мешает там басу или еще с чем-то, не накладывается, но мы ее все равно как будто бы слышим. When are you coming, honey, back to me? 'Cause I've been lonely as a bird without a bee. But there's gotta be a better way. When are you coming, honey, back to... Так что, как видите, я из этого голоса чуть-чуть убираю самую нижнюю гармонику, чуть-чуть прибавляю вторую, и все, психоакустика работает. Свернем этот эффект, и в следующем стоит динамика. Давайте послушаем. When are you coming, honey, back to me? Где-то погромче поет, где-то потише, нужно стабилизировать. A better way to say the things I should have told you. Yes, the things I should... A better way to say the things I should have told you. Yes, the things I should have told you yesterday. В голосе у него куча взрывных согласных, поэтому здесь на узкую полосу настроено срабатывание, и в зависимости от того, есть ли вот здесь частота это или нет, давится вот здесь. A better way to say the things I should have told you. Yes, the things I should have told you yesterday. Согласные остаются, но они звучат потише, не так сильно вырываются. Дальше стоит обычный тул, просто прибавление громкости, но это vocal out, я так называю, чтобы потом где-то использовать в каких-то сайдчейнах или еще где-то. А дальше мой пресет эмуляции ранних отражений через дилей, как-то сам собрал здесь. A better way to say the things I should have told you. Yes, the things I should have told you yesterday. А вот дальше стоит интересный девайс. Это просто ручка громкости, но она прибавляет звук в нужные мне моменты времени на автоматизации. Вот здесь, видите, 0, 100%, 0, 100%. То есть в припевах здесь прибавляется громкость, а в куплетах убавляется. Но хитрость здесь в том, что мне достаточно в автоматизации заложить 0 и 100. То есть нет прибавления, есть прибавление. А вся магия вот здесь происходит. Здесь я задаю насколько 100% это сколько прибавления громкости. Получается крайне удобная штука. Мне нужно всего лишь будет в автоматизации указать, где будет прибавление, а уже в модуляторе задать, насколько это прибавление. Следующая дорожка – это дабл-трек. Давайте послушаем. У даблов желательно всегда посильнее сделать деэссинг. И здесь вообще эски не нужны, поэтому здесь еще жестче идет обработка. Дальше здесь эмуляция ранних отражений, чуть побольше здесь дилеев, а следующим идет девайс Stereo Maker. Я его как-то собрал на встроенных девайсах в Bitwig. Вот здесь вот видно, что это все встроенные девайсы. И это моносовместимый Stereo Maker. Очень классно работает, часто его использую. To say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say... Классно звучит вместе, особенно с реверберацией. To say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things... Следующая дорожка еще один бэк-вокал, и тоже с диэссером и с дилейчиками. Things I should have told you yesterday. И вот здесь еще пару добавочек к бэк-вокалу. Как видите, на них вообще нет никакой обработки. Да, бывает и так, что какие-то дорожки вообще не требуют никакой обработки, только громкость. Да, вот эти тоже и так хорошо звучат. Дальше здесь еще пачка бэков, они все в группе пэк. Здесь с ними ничего не сделано по обработке, они только распределены по громкости, но они раскиданы по панораме. Вот здесь это хорошо видно. По обработке у них отрезан низ и засовывается в кафедральный собор, чтобы просто немножко подразмазать. Естественно, все громкости вот этих бэк-вокалов подбираются под основной вокал.
Поэтому включаем основной вокал и слушаем их вместе. To say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you yesterday. Давайте и остальные дорожки немножко повключаем, послушаем. To say the things I should have told you yesterday. Ну и еще здесь есть выкрик «Hey!». На нем тоже никакой обработки, только громкости. И он тоже прекрасно звучит без всяких обработок. Ну и теперь давайте всю группу послушаем вместе. When are you coming, honey, back to me? 'Cause I've been lonely as a bird without a bee. But there's gotta be a better way to say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you yesterday. А вот теперь давайте послушаем, как вот эти звуки звучат, и из них вырезается все в зависимости от голоса. И даже интереснее, давайте я засолирую просто вокал и послушаем, и посмотрим, как это работает. Say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you yesterday. И давайте внимательно послушаем все звуки. Ну, еще здесь немножко прибавлены сайды. Это я уже в конце на вкус сделал. И теперь давайте послушаем звуки вместе с вокалом, чтобы послушать, как они работают вместе. Ну и, конечно, выставлять громкость я начал с кика. Я его сначала засолировал вот здесь, добавил к нему снейров, еще каких-то звуков важных из ударки и засолировал бас. И свел сначала их вместе. Таким образом я собрал грув и потом подключил к нему только самый основной вокал. Ну и, как слышите, трек уже вполне оформился, хорошо звучит. Здесь, правда, еще забыл щелчки пальцами включить. Здесь на самом деле есть два подхода. Первое – это вот так вот сначала солировать главное и потом подстраивать. Это самый хороший путь. То есть сначала бочку, снейр, бас и вокал, а потом уже все зависимости сводить. То есть потом уже засолировать вокал и к нему подслаивать все даблы. А можно сделать по-другому. Можно сначала свести пачку вокалов, и потом, когда включаешь бас-бочку, снейр, бас и основной вокал, то когда регулируешь громкость основного вокала, на самом деле регулировать всю пачку. И тогда, из-за того, что вся пачка уже сведена, то все вокалы автоматически сводятся. В целом, на этом работа была завершена. Дальше это на мастере прибавляется на 2,5 дБ здесь и отправляется в кроссовер. У кроссовера 5 бендов, вот здесь можно увидеть их распределение. По частотам такое достаточно стандартное, ниже 123 звучит бас, дальше там вся муть и грязь от 120 до 500, поэтому там нужно быть просто аккуратным. Потом вся музыка до 2 кГц, потом дальше идут всякие презенсы до 5 кГц, ну а после 5 кГц уже всякие свисты и воздух. И каждый из диапазонов здесь по-своему откомпрессирован. Просто это делается уже по вкусу, по треку. Например, на высоких желательно оставить атаки. Например, если здесь посмотреть на высокие частоты, то здесь атака подлиннее. А на остальных звуках, на остальных диапазонах она покороче.
Но важно сказать, что на самом деле вот этот вот компрессор, несмотря на то, что здесь прям видно какие-то его настройки, здесь звук едва доходит до порога срабатывания. То есть здесь прям очень-очень легкая компрессия этого всего. Трек будет хорошо звучать, даже если выключить этот мультибенд компрессор и послушать просто так. Вся работа была сделана на дорожках. Ну, а дальше здесь стоит стандартный пик-лимитер, чуть-чуть завышаю здесь на нем на входе, буквально на 3 дБ, и стоит короткий релиз. Просто немножечко все это поджать. Все эти уровни, насколько нужно загнать плотности, я смотрю на мастере, на осциллоскопе. Там же смотрю динамику. Ну и, конечно, мне помогает Julian Loudness Meter, в котором можно посмотреть, что в итоге, какие циферки, какие технические характеристики получились у композиции. Что ж, вот такой сегодня получился разбор. Надеюсь, вам все это было понятно и полезно. Оставлю вас сейчас с полной версией моего сведения. А у меня на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока. When are you coming, honey, back to me? 'Cause I've been lonely as a bird without a bee. But there's gotta be a better way to say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you yesterday. So starving, darling, for your touch. I didn't know that I could miss someone this much. But there's gotta be a better way to say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you. Yes, the things I should have told you yesterday. Try my best to be the man that you need, but there's got to be a better way to say the things that might just help me understand you. There's gotta be a better way to say the things I should have told you yesterday.